Радимир, художник-дизайнер, Израиль, Тель-Авив. Слава, когда же ты нас обрадуешь? Я в первых рядах буду, чтобы приобрести твой каталог, альбом. Радимир, ну уже все готово. Там больше 250 страниц. Это большая работа такая, монтажная, макетная. Куча разножанровых работ, фотографий, как это все делалось, тексты. Все готово. Последнее прилизывание, штрихи. Так что скоро будет. Друзья, еще раз напомню про класс, который я проведу на академичке, зимний, в деревне. Пространство удивительно. Будем писать зиму с 8 по 11 февраля. А потом, 2 марта, я проведу класс, один день полный, в Санкт-Петербурге. Группа будет небольшая, потому что место ограничено. Открытая терраса, прекрасный вид на Неву. И в мастерской разместится там всего 5 человек, а на террасе 15. Мы можем меняться. В мастерской будем делать постановку натюрмортную, а на террасе писать пейзаж. Информация о классе на сайте. Места ограничены. Записывайтесь, присылайте мне заявки. Юрий Капран. Вячеслав, поделитесь, пожалуйста, техникой, если вы ею пользуетесь, которую начали использовать импрессионисты, а именно смешивание красок прямо на холсте. Спасибо. Юрий Капран только что закончил мой курс «Морской пейзаж» и написал очень сильный отзыв. Я буду показывать его работы и прочту его впечатления. Получил огромное удовольствие от этого курса. Вначале, посмотрев мотив на фото, казалось, что тема скучная и неподъемная, но по ходу вовлечения в задание как будто прыгнул в бездну творческого прорыва, ощущая вдохновение и желание творить. Для меня было новым этапом в моем развитии тот стиль живописи, который присущ Вячеславу. Впервые писал и мыслил принципами, которыми учит Вячеслав, навыки, которыми я владел, пройдя этот курс, следующие. Первое. Относиться к любой работе серьезно и начинать с графической композиции. Разобраться в тональных связях. Гризаль – это сила. Этюды малых форматов, как можно больше и не бояться цвета. Четвертое. Приучать себя счищать с холста то, что кажется неудачным решением. Пятое. Видеть сюжет дизайнерски, экспериментировать с цветом и не зависеть от мнения окружающих. И самое главное, всегда мыть кисточку, избегая грязи в цвете. Всем рекомендую пройти этот курс, чтобы зарядиться вдохновением от Вячеслава. Его советы направят ваше творчество в мир импрессионизма и непринужденного творчества. Спасибо, Слава, за прекрасное время и до новых встреч на подобных форматах курсов. Этот курс с обратной связью, поэтому-то он интересен. Вы делаете работу, присылаете, я вношу какие-то коррективы, говорю об ошибках, вы ее исправляете, и идет быстрый рост. Спасибо, Юрий, за ваш отзыв. Очень рад, что вам понравилось работать. На этом курсе я делаю новый, и он будет очень серьезный. Там будет порядка 10 уроков. Мы будем писать медный чайник, мы будем писать гранат. Простые вещи, но научившись их рисовать прежде всего, и писать блестящий предмет и другую материальность, мы учимся на этих простых вещах овладевать основами живописи, компоновки, композиции, рисунок на первом месте. И, конечно, мы будем делать творческие решения маслом и акварелью. Вы выбираете вообще любой материал. Написание заданий я уже закончил. Осталась техническая часть, и я вас буду скоро знакомить с этим курсом. С 27 января по 4 февраля я участвую в выставке «Арт-Мир» в Нижнем Новгороде. Приезжайте. Ну и вопрос по поводу смешения красок прямо на холсте. На палитре вы можете делать замесы, не тщательно перемешивая до
густообразной, однородной массы этот замес. Вы кладете несколько красок, зачерпываете, и вот попробуйте на холсте это вложить. Посмотрите, что будет. Это всегда будет неожиданно. Но когда мышление повернуто, настроено на пятна, на сочетание пятен, на гармонические сочетания, да, то неудачный мазок вы счистите и сделаете новый. Вы же знаете, что вам нужно от этого сложного мазка, который, в общем-то, и на палитре еще не виден. Вы кладете с различной степенью надавливания, вы формируете и тон, и цвет, и поверхность фактурную. Все 3 в 1. Нужно пробовать, это вопрос экспериментов. Наверняка в моих уроках вы уже видели, как это делается, поэтому просто пробуйте. User ZV. После ваших уроков, роликов хочется есть. Конечно, нужно покушать. Чего же себя ограничивать? Особенно вечером. Но у меня сейчас утро раннее, 12:30 дня, поэтому, конечно же, надо уже скоро подумать и о завтраке. Ну, у меня просто примеры всегда простые, часто гастрономические, но зато это же доходчиво, главное, чтобы было, чтобы запомнилось. User XH, как-то в вашем выпуске звучало, что Бато мастер, экспериментатор, не знает, что такое ритм в картине. Ну, я ему спросил, да, задал вопрос, что такое ритм. Он говорит, не знаю. Я, конечно, сильно не Бато, и академии не заканчивал, но думаю, что ритм – это гармоничное движение в картине. Да, пожалуйста, как угодно можно думать. И если человеку уровня как Бато не нужен ритм, да, он даже понятия это не вкладывает, ему достаточно без всяких этих ритмов сочинять то, что он сочиняет. Чего ему эти ритмы? Зачем они вообще ему нужны? У него выстраивается картина мира всегда динамично, движение, как вы правильно говорите. Не только в картине, у него все время все движется, он переписывает 100 раз. Но принцип неодинаковости, там вот поставил там 4 пальца рядом, ну одинаково же дырки между ними. Ну сожми ты вот эти 2 или вот эти 2. Опять будет одинаково 2 против этого. Ну еще какое-то движение сделай, чтобы все было не одинаково. Если ты держишь это в голове, все время неодинаковость всего. Длин, между ними, расстояние, массы, все такое. То ты просто живешь вот этой неодинаковостью. Этого достаточно. И не будешь думать о ритмах, что это, нужны ли они. Ну да, есть окна, например, в здании, не знаю, в Авроре, в крейсере. Эти, как их, иллюминаторы, дырки вот эти вот. В Адмиралтействе, например, 1000 окон. Ну как ты их будешь писать? Если ты будешь каждое переписывать, это превратишься в чертежник, и будет тебе не живопись, а чертеж. Где-то надо все смазывать. Все не одинаково. Даже нос у меня кривой. Фотографировался недавно на паспорт. Она говорит, почему вы сидите все время влево смотрите? Я говорю, потому что у меня нос кривой. Ничего у вас не кривой. Ну хорошо, я выпрямил. Глаза немножечко асимметрично. У кого-то рот все время кривится. Мы все немножечко искорежены судьбой. Поэтому неодинаковость в нашем естестве присутствует. Так что будем учиться у природы. Вот оно неодинаковое, смотрите. Бом-бом, бом-бом. Косточки, смотрите. Золотое сечение. Используйте его. Не забывайте, друзья, отметиться в журнале, задавайте вопросы, комментируйте и подписывайтесь на канал. Еще одно кино вам предлагаю посмотреть с класса, который я проводил в Америке. Я писал в Калифорнии
Марина Беркли, это известное место, и я там был даже 2 раза, в 2018 и 2019 году. Ну, пока.